вы приходите на рынок, у вас несколько инструментов, вроде все двигается, а вы спокойны внутри, потому что у вас есть ключевая торговая идея. Понимаете, вот для чего это делается. Потому что когда вы откроете график без идеи, еще раз подчеркну, вы будете исключительно действовать от своих ощущений, от того, что вы думаете, чувствуете, кажется, ну вот может сейчас пойти, может сейчас так развернуться, так может произойти. То есть локально реагировать на все вот эти шумные колебания, поэтому некоторые трейдеры говорят, что минутный график или интрадей график шумный, они просто к нему не готовы, вот в чем дело. Поэтому начинается шум вот здесь внутри, у вас начинает все это. И особенно если вы начинаете терять деньги, да, этот шум усиливается. Кстати, ссылка на телеграм-канал под этим видео. Как раз мы там разбирали шум. Да, я короткую статью написал, почему у вас возникает шум и что нужно сделать для этого. Ну и другие статьи тоже прочитайте, они обязательны, да, как минимум к ознакомлению, а потом к применению. Вот у меня дневной график золота. И какая может быть ключевая идея? В первую очередь я посмотрю на свои уровни поддержки и сопротивления. Я вижу, что сегодняшний день какой медвежий. Тренд сегодняшнего дня пока медвежий. Да, мы видим, рынок открылся и полетел вниз. Мы видим вот эту небольшую зону поддержки, которую сейчас рынок пытается обновить, поэтому этот уровень для нас уже не так интересен, как интересен минимум сегодняшнего дня, который прямо сейчас сформировался, да, там, может быть, час назад, полчаса назад. Вот минимум сегодняшнего дня. Я посмотрю налево и увижу еще один минимум, это 1765. И это очень важный минимум. Почему? Потому что ниже него вообще ничего нет. Представляете, никаких уровней поддержки, ничего до аж вот этого уровня. Посмотрите, какое расстояние. А рынок уже сегодня прошел 33-34 доллара цена прошла. Если мы посмотрим, с последние самые широкие свечи были до 40 долларов. То есть у нас есть еще небольшой запас, как раз в 6 долларов. То есть если рынок сейчас обвалится или в мою сессию обвалится вот сюда до отметки 1765, возможно, в американскую сессию это будет хорошее место, чтобы купить золото, но это будет что? Против сильного тренда, потому что дневной график тотально медвежий. Если мы перейдем на часовой, мы это легко с вами тоже увидим. Последние несколько часов преимущественно рынок падает, следовательно, бай здесь это контртрендовая сделка. Может ли рынок уйти ниже? Абсолютно, но пока вот этот уровень не пробили, 1766, я в этой зоне покупатель. Что если рынок начнет падать и обновит минимум вот этот? До сюда расстояние 70 пунктов. Это хороший потенциал, чтобы заработать в мою сессию. То есть если золото будет падать сегодня в течение торговой сессии, моей с 16 часов я разбираю этот план. Я не знаю, что будет, когда я приеду. Сейчас по Москве час. Через 3 часа я приеду, начну торговать. Я не знаю, что к этому времени. Может все вот так пере. Никто не знает. То есть план сегодняшнего дня следующий, резюмирую, по золоту. И если рынок обновит этот минимум, внимание, это отметка, давайте посмотрим, какая это отметка у нас. 1774, если обновит, и у меня будет сигнал на sell на минутном графике из моей системы, и сегодня мы с трейдером в чате тоже будем торговать, смотреть, то я буду продавать до 1766. Плюс-минус, да, до этой зоны. Если в этой зоне будет сигнал на buy, я куплю. Самый идеальный сценарий по золоту, который сегодня я бы хотел увидеть, это коррекция, это восстановление после вот этого снижения, ну и, соответственно, на ближайшем уровне продать. Но проблема в том, что ни одного ближайшего уровня здесь нет. То есть у нас есть новый минимум, да, и никакого уровня нет. Мы можем предположить, что рынок скорректируется на 60% или хотя бы до вот этой структуры. Это даже больше, чем 60%, и тогда sell. То есть это сценарий номер 2. То есть никаких покупок сегодня для меня по золоту, кроме вот этой зоны. Понимаете, о чем я говорю? Если да, лайк. То есть ключевая идея дня, запишите это, ключевая идея дня. Вы не можете приходить на торговую сессию без этой идеи. Если приходите, пустая трата времени чаще всего. То есть надо приходить с конкретной идеей. Иногда по ходу сессии меняется идея. Ну, бывает такое, что ты пришел, все вроде нормально, а потом бам, все взлетело, все полетело. Да,
но зачастую ключевая идея, она сохраняется в течение сессии, то есть это акцент на вот эти 3-4 часа, с 16 до 19, где-то до 20, что потом вообще не важно, это неинтересно, потому что именно в это время основные движения происходят и основные профиты делаются. Поэтому для меня по золоту самый предпочтительный сценарий — коррекция вглубь, как можно ближе к 1789-88, первый сценарий. Второй сценарий — пробой минимума дня, который сейчас, по крайней мере он сейчас там, может к моей сессии цена уже будет здесь, я не знаю, sell, после пробоя при сигналах сюда. То есть это не просто, от уровня, сейчас сюда дойдет sell, сейчас сюда дойдет buy. Нет, ни в коем случае так никогда не делайте. Я перехожу на минутки, у меня есть строго выверенная последовательность событий, которые я хочу увидеть на своем графике, чтобы открыть сделку, а не так, что я когда хочу, тогда покупаю, или потому что там уровень. И этого недостаточно. То есть есть строгая последовательность, строгий синтакс, что мне надо увидеть, чтобы открыть сделку. Если я торгую контртренд вот здесь сегодня, да, золото сюда придет, 1760, да, 1766, если золото сюда придет, я могу не обязательно сразу покупать, можно дождаться поведения цены, например, изменения на тренд-фильтре, да, или дополнительные мои сигналы TC в определенной последовательности. Есть еще некоторые нюансы, которые позволяют мне понять, что будет разворот. То есть я знаю, что это ключевая зона с моего старшего графика, я знаю, что рынок уже к этому времени прошел $40, что в среднем так и было за последнее время, самые большие свечи занимали $40. И также у меня есть здесь 200%, это индикатор волатильности, который определяет растянутость, можно сказать, рынка. И все это в совокупности мне дает информацию о том, что здесь может быть разворот. Так на своем рабочем минутном графике я могу дождаться подтверждения, но тогда вход будет выше, либо входить сразу, как только здесь будет первый сигнал, агрессивно, не дожидаясь подтверждения. Вот и все. Но предпочтительнее это более глубокая коррекция, восстановление, чем ближе сюда, тем лучше. Да, и мы видим, что сегодня, посмотрите, вот рынок открылся, да, сегодня вот открытие рынка, вот здесь, и посмотрите, наш тренд-фильтр тотально красный, график просто в фазе такой медвежьего, да, фазе медвежьего ускорения. И вот здесь мы видим, вроде хорошая зона поддержки, но я не буду здесь покупать, ни в коем случае, это исключено. Моя зона buy либо здесь, то есть когда рынок насколько можно растянут возле уровня ключевого слева. И еще вам больше дам информации. Вот, например, здесь есть поддержка, я знаю, но я могу дождаться подтверждения этой поддержки. Каким образом? Вот как здесь, например, видите, тест, то есть рынок пришел, отскочил, еще раз пришел и еще раз пришел. То есть он подтвердил в реальном времени уровень, который тянется оттуда, с истории. Вот так рождаются лучшие сделки, где смесь аналитики и конкретных фактов, конкретных условий, визуальных сигналов вашей торговой системы. А не так, что ты пришел, сел и торгуешь, такой красавец, торгуешь, открываешь сделки. Это не работает. Да? Торговля по сигналам в узком вот таком спектре, да, когда ты вот так смотришь, так, buy, sell, чаще всего будешь оказываться не на той стороне рынка. Да, иногда все будет работать супер, но чаще всего будешь оказываться не там, потому что смотришь очень узко, и ограничиваешь свой потенциал для зарабатывания профитов. Но когда ты видишь, например, порой открываешь графики, видишь, что огромные возможности есть, да, потенциал просто сумасшедший порой открывается. И когда рынок начинает это показывать тебе, двигаться в этом направлении, и все сигналы на это указывают, то оттуда приходят, их называют гениальные идеи, а по факту это такие примитивные сделки. Просто это совокупность аналитики и совокупность исполнительского, да, уже исполнительской стороны. И чтобы одно другому не мешало, аналитика идет до торговой сессии, до начала сделок. То есть вы приходите уже с идеей. Это можно делать за час, за два, за три, до начала сессии, но не в процессе. Если будете в процессе, вы не успеете сосредоточиться. Если интересно вам больше и вы хотите стать участником моего сообщества, пользуйтесь предложением к Новому году, ссылка тоже под этим видео. Все, до свидания, пока.